Привет, начинающий гитарист! Это 4-й урок «Гитара с нуля». И в этом выпуске вы узнаете, где и какая нота находится на грифе, что такое октава, как научиться ставить барре. Другими словами, это тот самый выпуск, в котором вы узнаете ответы на часто задаваемые вопросы, как вами, так и практически всех начинающих гитаристов. Так что досмотрите видео до конца и не сбегайте с урока. Но перед тем, как мы начнем, хочу выразить слова благодарности вам, дорогие подписчики, а именно за ваш отклик, за ваши комментарии, благодаря которым мотивация снимать дальше растет все больше и больше. Вы на канале Кимка, начнем. И вот наконец-то мы подошли к извечной теме барре. Эти аккорды с барре боятся большинство начинающих гитаристов, и некоторые даже бросают, на их взгляд, это гиблое дело. На самом деле нет ничего страшного в этом барре, если знать несколько эффективных способов, как изучать барре, а также знать, какие ошибки не стоит допускать, именно не допускать при изучении барре. Существует как полное барре, так и неполное. Полное барре — это когда один палец зажимает все 6 струн. Неполное — это когда один палец зажимает, допустим, 2 струны, 3, 4 или 5. Если аккорды без барре мы играли вот с такой постановкой кисти, то постановка кисти на барре должна быть еще более выгнутой. Мало того, у нас появляется вот такая вот прищепка из 2 пальцев. Первый палец зажимает все струны, остальные пальцы зажимают струны правее от него. Большой же палец находится примерно посередине грифа и примерно напротив первого пальца. Прежде чем перейти к аккордам с полным барре, для начала мы потренируемся на неполных барре. Начнем с 2 струн. Перемещаемся на 7-й лад, берем нашу прищепку из 2 пальцев и располагаем вплотную к грифу. Теперь оставляем постановку руки в этом же положении, спускаем кисть вниз и зажимаем 2 струны. 2 первые струны. Дергаем их и следим за тем, чтобы все струны звучали. Теперь перемещаем всю нашу конструкцию на соседний 6-й лад. И то же самое. Следите за тем, чтобы кисть была выгнутой и большой палец находился примерно посередине. Далее 5-й лад, 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Обратите внимание, что струны на 1-м ладу зажимать гораздо сложнее, потому что натяжение струн здесь гораздо выше. Возвращаемся опять на 7-й лад. Теперь зажимаем 3 струны и играем то же самое. Теперь 4 струны и то же самое. Если у вас устала кисть, сделайте небольшой перерыв, встряхните руку и продолжайте. И далее 5 струн, опять 7-й лад, и смотрим, зажав 5 струн, что наш палец указательный сейчас достаточно высоко, и некоторые струны могут попадать в изгибы. Если струна у вас попадает в изгибы фаланг пальца, то она, скорее всего, не прозвучит, либо будет приглушенный звук, вот типа такого. Какая-то звучит, а какая-то не звучит. У всех, конечно, пальцы индивидуальные, у кого-то вот такие, у кого-то вот такие, у кого-то вот такие. Так что найдите такое расположение, чтобы струны не попадали в изгибы и звучали. И опять играем с 7-го лада до 1-го. Следим за кистью, ее изгибом и за тем, чтобы у нас все струны звучали. И вот теперь мы подошли к полному барре. Зажимаем все 6 струн на 7-м ладу и начинаем играть. Практикуйтесь на таком упражнении, начиная с 2 струн с 7 по 1 лад. Такой важный момент. Например, играя 2 струны, у вас все отлично. 3 все хорошо. И, например, играя 4 струны, что-то не получается. Отрабатывайте на этих 4 струнах и не переходите на 5 струн, а тем более на 6 струн. До тех пор, пока эти 4 струны, то есть барре на 4 струнах, у вас не будет звучать очень хорошо. Проделав вот такое вот незамысловатое упражнение, вы должны быстро освоить прием барре. Одна из важных вещей в понимании грифа гитары является тон и полутон. Полутон – это расстояние между 2 нотами, которые находятся максимально близко друг от друга. На гитаре полутон – это 2 соседних лада, например, 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 и так далее. Обратите внимание, что от открытой струны до 1-го лада это тоже расстояние полутон.
допустим, открытая струна ми, шестая струна, и первый лад. Это расстояние полутон. Получается, что гитара — это такой хроматический инструмент, то есть по полутонам. Теперь смотрите, если мы соединим два полутона, то у нас получится тон. Это как к одной половинке прибавить еще одну половинку, то получится 1 целая. На гитаре расстояние тон — это через 1 лад. Например, первый лад. Если через 1 лад, то получается 3-й лад. Еще через 1 лад получается 5-й лад. 7-й лад, 9-й лад. То есть на гитаре расстояние через лад — это и есть 1 тон. Для чего это все нужно? Для того, чтобы вы могли от любой открытой струны посчитать любую ноту. Наверняка многие из вас еще с детского сада либо со школы помнят порядок появления нот, ну или гамму. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Если нет, то просто запомните. Как в одну сторону, так и в обратную. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И назад до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. А также нужно будет запомнить и буквенные обозначения нот, так как в дальнейшем при изучении аккордов мы будем использовать только буквенные обозначения. Итак, эти обозначения сейчас у вас на экране. Просто запомните. Обратите внимание на ноту си. Она может обозначаться как B и как H. Мы же будем использовать всегда как B. Двигаемся дальше. Расстояние от ноты до ноты ре – тон. От ре до ми – тоже тон. От ми до фа – полтона, от фа до соль тон, соль, ля тон, ля, си тон и си до расстояние полутон. Для того, чтобы не запоминать, где тон, а где полутон, достаточно запомнить одно простое правило. Ми, фа и си до всегда полутон. Две пары. Ми, фа, си до всегда полутон. Мы не запоминаем, где тона, потому что легче всегда запомнить то, чего меньше. Например, будете общаться с друзьями, ну или с женой, скажите им или ей: а вы знали, что ми, фа и си до всегда полутон? Теперь как применять это все на гитаре? Вспоминаем сначала открытые струны. Ми, си, соль, ре, ля, ми. На прошлых уроках мы это проходили. Далее. Теперь мы берем шестую струну и вспоминаем порядок появления нот, а также наши правила. Ми, фа и си до всегда полутон. Если ми – шестая открытая струна, то после нее идет какая нота? Правильно, нота фа. Потому что до, ре, ми и следующая нота фа. Мы уже говорили, ми, фа, си до всегда полутон. Если полутон, то фа будет на первом ладу. Ми, фа. Дальше какая нота идет? До, ре, ми, фа, соль. И наши правила. Ми, фа, си, до. Соль там нет. Значит, фа, соль – это тон. Играем через 1 лад. Фа, соль. Далее, соль, ля. Ми, фа, си, до не подходит, значит тон. Дальше ля, си. Ми, фа, си, до не подходит, значит опять тон. А вот теперь си, до, ми, фа, си, до всегда полутон, значит си, до будет полутон. И следующий лад до будет полутон. Дальше считаем. То, ре, ми, фа, си, до не подходит, значит тон. Ре, ми, фа, си, до не подходит, опять тон. Теперь смотрим на пятую струну, открытая струна ля. А после ля идет до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Нота си, ми, фа, си, до не подходит, значит тон. То есть играем через лад. Дальше си, до. Тут наше правило действует, играем в следующий лад, то есть полутон. Дальше до, ре, тон, потому что ми, фа, си, до не подходит. Дальше ре, ми, опять тон. А вот теперь ми, фа, си, до подходит, значит, правильно, значит полутон. Дальше фа, соль, опять тон, потому что ми, фа, си, до не подходит, не забывайте об этом. Дальше соль, ля, 1 тон. И то же самое вы делаете со всеми остальными струнами. Вспоминаем, что открытая 4-я струна у нас нота, правильно, нота ре, и продолжите сами. Наверняка у кого-то возник вопрос, а что же, например, между нотой фа и нотой соль, между нотой соль и ля? Это действительно хороший вопрос, но, к сожалению, музыкальные теоретики до сих пор ломают голову. Да ладно, я пошутил. Между этими нотами находятся тоже ноты, но с такими знаками, как диез или бемоль. Диез – это повышение ноты на полтона, а бемоль – это понижение ноты на полтона. То есть, например, нота на 2-м ладу, а точнее нота между фа и соль,
вот эта вот нота, может быть как фа диез или как соль бемоль. Все зависит от того, с какой стороны вы будете двигаться или с какой стороны будете смотреть на нее. Если вы будете смотреть на нее со стороны ноты фа, то это будет фа диез. А если со стороны ноты соль, то это будет соль бемоль. И то же самое с другими нотами. Допустим, нота ля диез. Или же нота ля бемоль. Кроме тех нот, которые были у нас в правиле си, до и фа, ми. Почему? Потому что эти ноты находятся рядом друг с другом. Октава — это музыкальный интервал между двумя нотами, одинаковыми по звучанию, но разными по высоте. И еще это такая фишка, которая позволит вам еще быстрее освоить ту или иную ноту на грифе. Если сыграть октаву на одной струне, например, от открытой шестой струны ми, то нота будет повторяться на 12-м ладу. И на всех остальных струнах также. Давайте запомним некоторые аппликатуры октав, которые очень помогут ускорить изучение нот на грифе. Если взять ноту фа на шестой струне, первом ладу, то зажав ноту на четвертой струне третьего лада, у нас тоже будет нота фа на расстоянии одной октавы. Запомните аппликатуру. Зажали ноту, теперь через лад и через струну. Вот такая вот аппликатура. Нота соль. И также нота соль через лад, через струну тоже будет нота соль. То есть нота соль на четвертой струне, нота соль на шестой струне. А какая же нота у нас будет здесь, на четвертой струне? А какая нота у нас тут на шестой струне? На шестой струне нота ля. Значит, и на четвертой будет тоже нота ля. Просто запомните аппликатуру. Далее нота си на четвертой, нота си на шестой. То есть достаточно знать эту аппликатуру октавы, и можно будет определить ноту на четвертой либо на шестой струне. Например, нота до на четвертой, значит нота до на шестой струне. Для пятой струны то же самое. Например, нота си на пятой струне на втором ладу, через лад и через струну на третьей струне тоже будет нота си. То есть нота си здесь, нота си здесь. Если нота до у нас здесь, то нота до через лад, через струну, также будет нота до на третьей струне. И так далее. Ре, ми, фа, фа. Аппликатура для четвертой струны относительно ко второй, а также для третьей относительно к первой струне отличается лишь тем, что аппликатура строится не через один, а через два лада. Например, играя ноту ми на четвертой струне втором ладу, октава будет на второй струне на пятом ладу. То есть через два лада и через струну. Вот такая аппликатура. Например, нота фа на четвертой струне, через два лада и через струну нота фа будет на второй струне. И так далее. Нота соль здесь, нота соль здесь. Нота ля здесь, нота ля вот здесь. И с третьей струной то же самое. Например, нота ля здесь, нота ля будет здесь. Нота си здесь, си, соответственно, здесь. До, ре. Ну что ж, усвоив все это, вы теперь сможете находить любую ноту на грифе. Да и на гриф смотреть теперь будете совсем иначе. В виде домашнего задания попрактикуйтесь находить ноты от каждой открытой струны вплоть до 12-го лада. Не забывайте правило ми, фа, си, до всегда полутон. А также уделите достаточное время для осваивания техники барре. Не увеличивайте количество струн до тех пор, пока предыдущие не будут с легкостью зажиматься и звучать. Пишите в комментариях, на какой стадии изучения вы сейчас находитесь, задавайте любые вопросы по теме урока, я обязательно на них отвечу. В описании оставлю тайминг урока, чтобы вам было удобнее находить нужные темы. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Если понравился урок, все как обычно, ставим лайки и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить нового выхода. С вами был я, Ким. Продолжайте заниматься на гитаре. Успехов!